Экспедиция была задумана на самом деле еще 3 года назад. Она очень долго собиралась. Препятствовало это много-много факторов. Первый фактор – это, конечно, финансовый. Мы никак не могли найти требуемую сумму для экспедиции. Пытались участвовать в грантах. Было принято решение искать меценатов. За полгода были найдены средства, конечно, не в полном объеме. Остальные мы скинулись сами. Группа набралась у нас 15 человек, в которой присутствуют, кстати, 2 гражданина Беларуси, поэтому экспедиция у нас совместная, российско-белорусская. Щупай, флаги. Личные вещи 17,5. Золото 20 на 20. На 0,2. Списки подготовлены, написаны в 6 экземплярах, в 2 томах. Вещи упакованы, личный состав собран. 5-минутная готовность. Что закрываем? Договорились с Министерством обороны, вылетели на самолете военно-транспортной авиации в Улан-Удэ, из Москвы в Улан-Удэ. Дальше на заранее арендованном автобусе мы продолжили движение в сторону Улан-Батора, с Улан-Батора в Чойбалсан, с Чойбалсана уже сюда, в город Сумбер, на Халкингол. Прилетели, сейчас упакуемся и погнали. Ну, по дорожной карте это 1500. Да, но больше получается. Конечно. Ну, там по себе будем ехать, там где указано 360, а там 400. Я генеральный секретарь Монгольского Красного Креста. Монголия территория большой. В мире 16 место занимает по территории. СССР, Россия, Америка, Китай так. Монголия 16. А все население 3 миллиона. Сейчас там где-то августа будет отмечать тоже юбилей. И, наверное, ваш президент приедет, говорят. Заранее была проведена большая работа в архивах, были подняты документы официальные, журналы боевых действий, и было понятно, где надо работать. В данном случае нам разрешили работать в районе высот Ремезова. Это группа высоток, которые господствуют над местностью, на которых наши держали оборону, на которые наши выходили 2 раза и сбивали их с них. Соответственно, позиции переходили из рук в руки. В одних и тех же траншеях могли находиться и наши японские бойцы. Сегодня первый рабочий поисковый день. Мы получили разрешение от погранслужбы Монголии и направились на сопку Ремезова.
А, начали делать. Высота Ремезова – это наша вынужденная линия обороны, когда японцы свое второе наступление прорвали в ночной атаке основную линию обороны. Командир полка Ремезов по линии своего командного пункта и имеющимся тыловым позициям выстроил новую линию обороны, которая долго удерживала японцев. К сожалению, сам он погиб в тот же день, в день японского прорыва. Поэтому в честь его и переименовали цепь этих высот высотами Ремезова назвали. Что-то большое. Что-то здоровое. Не, еще один сын. Переверни его, высыпется хоть. Я прям был уверен, что тут что-то другое. Мы первым делом зацепили ячейку, в которой было большое количество патронов и зип к японскому пулемету. Вот. Это обнадежило, значит, где-то, соответственно, должен быть бой, потому что все было битое, разбитое. Артиллерия накрыла это место, нашли каски японские битые. Вот, пошли дальше, и буквально через 100 метров мы нащупали первого японского солдата. Типа ботинка. Как на дерево. Пока к зип-пулемету и 2 каски японские. Подсумки с патронами Крисаки. А, вот интересная штука. Коробки со спичками японскими в тех времен. Я таких вещей в жизни не видел. Даже в музее. А это ящик, чтобы их переносить. От второго, слушай. Самое удивительное, что это сохран такой, что заряжай и стреляй прямо сейчас. Обалдеть. Да, Халкингол. Интересное место. Арчи, зачем он фляжку с песком таскал? Или он, может, набрал серии по принципу «А товарищи?» Когда мы поднимали нашего солдата, поразила одна вещь. Японцы воткнули вилку, причем вилка тоже японская. Мы посмотрели в голову нашему солдату, в район носа. То есть, видимо, издевались над ним. Скорее всего, место рукопашного боя, где наши столкнулись с японцами. Потому что много осколков от ручных гранат.
нас там временный медицинский пункт первичной обработки. Поэтому там много солдатских ремней и советского образца, и японского образца. Но бойцов там нету. Я работаю всегда один. Я не пошел ни в первую, ни во второй группы. Первый день я всегда пробегаю по всей территории. Как можно больше крюки делаю для того, чтобы где-то зацепиться. На позициях заинтересовал бронеавтомобиль наш взорванный. Вот уже когда из-под земли достал двери, вот эти вот бронированные, прорези для стрельбы в них. Ну, все очень хорошо сохранилось. Очень большое впечатление от качества сохранившегося металла. Походу блиндаж японский. Думал блиндажа. Шрапнельный стакан. Сюда внутрь. Шрапнель. Обтюратор прошел, долетал из него, вышибало. Пусто. Сигналы пошли сразу, буквально 3-4 метра от машины. Первым попался японский котелок, уже стало интересно. Вторым попался второй японский котелок через 2 метра. Сразу почему-то насторожило японцы, а мы приехали, в принципе, искать-то наших, а не японцев. Блин, мы нашего поднимаем, Дима. Есть. Мы нашего поднимаем. Наши. Скорее всего, наши. Гранаты наши, патроны наши. Очень хорошая новость. Когда пошли уже наши гранаты, когда пошли обоймы с нашими патронами, то тут стало ясно, что все наше. Вот. Череп был разбитый, и сразу же в районе черепа стали попадаться крупные осколки с остатками меди, пояска медного. То есть прямое попадание очень крупного снаряда. Медный поясок – это осколок от снаряда, которым его накрыло. Это наш солдатик. Вот она, стрелянная гильза винтовочная. Наша гильза. Вместе с головой, видимо, так его разорвало, что вместе с головой попали пальцы руки. Сохранность костей очень хорошая, поэтому пропустить мы ничего не пропустили. Но кроме пальцев руки, других костей просто не обнаружили. Закапываем. Все, что осталось от человека, это 2 кисти и голова раздробленная. Просто так противогазы никто не бросал. Это как раз первый признак того, что рядом может быть солдат. Поэтому на это обращаем особое внимание. Потому что солдат просто так свои личные вещи бросать не будет. Сейчас работаем, дальше смотрим данный участок. Металла не слышу. Поднимая бойцов, буквально там в 10, в 20 метрах, находя японцев, скорее всего, они сходились в рукопашную. Были большие потери как с одной, так и с другой стороны. Перевес по количеству погибших не в нашу сторону. Вот. И японцев здесь погибло значительно больше.
лестница. Пахнет было, еще пахнет. Все, наш боец. Наш. У японцев такого нет. И противогаз наш. И фляга наша. Наш солдат, ребят. Нашли мы его. Японцы наступали вот оттуда. То есть у нас сейчас что получается? Один у нас найден солдат, второй найден солдат. И вот как раз они все на этом же направлении. То есть вот они лежат по ячейкам. Будем работать дальше. Сегодня у нас получилось поднять 4 наших бойцов, 16 японских. Честно говоря, приятный результат, что на одного нашего 4 японца. Может, это не политкорректно, но, тем не менее, наши войска тогда показали, что они могут воевать, и воевать как следует. Сегодня второй день экспедиции. Отрабатывали ту же высоту на том же самом месте. Это направление 9-й механизированной бригады нашей по, если память не изменяет, июлю 1939 года, когда мы пытались окружить и окружили группировку японцев. Найден один солдат наш. Достаточно быстро нашли, как только вышли из машины, тут же был обнаружен. Дальше, к сожалению, одни японцы, японцы, японцы. Нет, наш. Саша, наш. А? Наш. А, Калкин, да? Да. Там ничего нет? Ничего, пустая бумага. Вторая группа обнаружила сегодня 2 пулемета, тоже без японцев. Это были просто пулеметные точки, накрыты нашим артиллерийским огнем. Интересные находки. Пойдут в музей Халкингола и музей Жукова в Улан-Баторе. Если пулемет достается, то рабочий все сжимается, все разжимается, все ходит.
Пацаны, у меня медальон. О! В одном из окопов наткнулись на кусок металла, который поначалу даже не совсем понятно было, что это. И только когда выкопали, поняли, что это пулемет. Пулемет японский, тип 91. Он подбывал под взрывом, задняя часть пулемета просто оторвана. Второй пулемет тип 91. Этот пулемет в прекрасном состоянии, целая кожаная накладка. У него открывается механизм заряжания. У него еще в прорези виден патрон от винтовки системы Арисаки. Вот. Очень чистый металл. Еще были остатки деревянного приклада. Для нас это было открытие, для нас это было очень интересно. Третий день поиска. Находимся севернее точки Ремезова. Будем прочесывать место нашего главного удара по японцам. Я первый раз слышал, как глючит мой прибор, как он от перегруза начал просто заикаться. Вот. Когда начали копать, оказалось, что в блиндаже 1,5 бочки. Одна бочка целая, вторая пополам рваная. Блиндаж японский, с прямым попаданием. Там что-то тяжелое, вроде мина туда легла. Так как перекрытия у него не было, там все просто было размешано. В блиндаже было 3 японца. Один из них офицер. У солдата был штык Арисака. Вот в таком виде. Вот такую сохранность. Вот. Закончили с блиндажом. Сложили останки в бочку, полбочки, для того, чтобы потом можно было их собрать удобней. Вот. Закопали за собой, сверху положили каску, чтобы место не потерялось, не забылось, как знак того, что здесь лежат японские солдаты.
подходы к сопке Ремезова отрабатывали наш головной удар. Траншеи, ячейки, огромное количество осколков. С высот Ремезова ходили на вот эти вот высоты. То есть мы зашли на них, делали изгиб и вернулись обратно. Потом ушли чуть восточнее, там зацепили как раз солдата. Наша. 38-й год наш. Наша. Гаубица. Воды нет. Или МФА. Граната, разработанная во время Первой мировой войны. В Первую мировую войну наши ребятки вот с таким вот странным инструментом бегали. Но здесь, как выяснилось, успели. Бойца мы нашли на безыменной сопке. Совершенно непонятно, что он делал в этом месте, потому что сопка не имеет никакого значения. Рядом с ним было еще 3 пустых ячейки, каждая на одного бойца. Он сидел, пораженный явно артиллерийским огнем. К нашему счастью, у него были подписные вещи, то есть вещи с инициалами. При подъеме останков бойца и, соответственно, отборе и изучении этих вещей выяснилось, что на котелке, фляжке и опасной бритве инициалы разные. Таким образом, у нас возник большой вопрос, кого мы нашли и что он там делал. Место не боевое, следов боестолкновения непосредственно стрелкового оружия мы так и не обнаружили. То есть бойцы у нас найдены перед сопкой Ремезова, где-то вот здесь, и вот здесь, далеко от сопки Ремезова. Когда боевые действия, когда наступление было, да, в конце дня санитарка и проезжала, поднимала раненых, погибших. Поэтому там сильно много-то им не будет, как он говорил, как с его слов. В основном жертвы были здесь, на Ремезово. Но сейчас мы реально видим, что больше погибших японцев, а наших солдат мало. Но в этом радиусе, да, вот в этом прямо отсюда до самого Ремезова надо здесь ходить. Ну, сегодня нас забросили к погранвышке. Это прямо граница с Китаем. Ничего нет, абсолютно пусто. Было принято решение, что перемещаемся пешком с Пески дальние до Ремезова. Это порядка где-то 6-7 километров. Наши артиллеристы накрыли японскую батарею, потому что огромное количество осколков, битые каски японские, он железо копаем. В одном месте обнаружили уничтоженную японскую батарею. Явно ее накрыли нашим же артиллерийским огнем, потому что все, что они находили, все абсолютно рваное, все в осколках. То есть наши там отработали очень хорошо. Это вообще как друшлаг. Очень такой интересный день, когда вроде все где-то рядом, где-то вот оно рядом, но не то. Рядом, но не то. Мы целый день ходили. Мы наткнулись на колючую проволоку. Вроде по колючей проволоке должны быть ничего. Осколки посреди поля, кусочки самолета, видимо, был битый самолет, но по всему полю куски дюраля раскиданы. Вроде стучишь, вроде что-то есть, блиндажик, начинаешь копать доски. Полугнилые, они тоже напоминают стук костей.
Эта лента с бронеавтомобиля БА крепилась она сзади корпуса под башней. Вот сорванный крепеж, вырванные заклепки. Но суть потому, что больших обломков больше нету рядом. Может, повреждена, может, оттащили потом. Вот она. Эхо войны. Сегодня, когда ребята работали вот здесь, приблизительно у китайской границы, рядом с вышкой, повезло найти остатки самолета, хвостовой части. Хвост из металла, то есть дюралюминий, цифра 6 красный. Предположительно, что это остатки самолета СБ. Самолет, скорее всего, наш, вот, поэтому история, она, соответственно, трагическая. Где-то его сбили, там есть куски обшивки, которые горели видно сразу, поэтому, скорее всего, был подбитый самолет. Так что мы сегодня вышли к сопке Ремезова с другой стороны, прошли через нее зигзагом, охватывая все возможные сопки, все имеющиеся сопки. И кроме предыдущих местов боев, где мы работали, которые наглядно демонстрируют, что там был жесткий бой, жесткий и жестокий бой, дальше, практически до самого Хелхелгола, мы не нашли следов боя. Все наработки в архиве, которые у меня были, сейчас приходится пересматривать и подгонять легенду по-новому к местности. Где-то рядом, где-то ходишь, вот чувствовал, слышал, что где последний вроде бы сигнал, вроде слабенький, вроде бы неуверенный. Родя, будешь копать? Буду. Родя 2 раза лопатой, показалась кружка, солдатская кружка. Вроде лопатой зацепили, она должна выскочить, она не идет. Говорит, дай попробую я. Я залез руками, а она пристегнута к ремню. Все. Это был вопль, это был крик. Все бегом из машины и начали поднимать. Начали руками аккуратненько разгребать. Это практически верховые. Лежат они не больше, чем на 25-30 сантиметров. Оказалось, что там 2 человека, а не 1. Сегодня уже поздно было, темнело, мы уехали, не добрали. Завтра будем их добирать. Целый день пусто, и только в последние минуты что-то мелькнула удача. Сегодня 5-й заключительный день нашей экспедиции, заключительный рабочий день экспедиции. Завтра будут уже совершенно другие мероприятия. Направляемся снова на сопку Ремезова. Сегодня погода была просто ужасная. Весь день лили дожди. Работать было просто невозможно. Металлоискатели намокали. Сами мы промокли просто до ниток. Ужас. Целый день дожди. С погодой нам не повезло всего 1 день. Для работы мы были готовы. Мы работали. Разделяемся на 2 группы. Ребята работают на сопке Ремезова, а вторая группа работает по, наверное, высоте Зеленая.
Первую группу, вот он на высоте Ремезова, они подняли одного нашего солдата и 2 монголов. Вот. На ложке, как перевели нам монголы, было написано имя Таня. По-монгольски, старомонгольски, который пишется столбиком, написано Таня. Мы находимся на одной из высот, которых, скорее всего, защищала 5-я стрелково-пулеметная бригада. Та самая бригада, которую сбили с этих высот, которая по непонятной причине отступила полным составом, открыв фланг 149-го стрелкового полка, полка Ремезова. И вот отсюда японцы прошли до нашей переправы, где были полностью уничтожены в ходе контратаки 11-й танковой бригады. Ну, потом положение было восстановлено, пришел приказ отступать. А сейчас мы, по сути, находимся на месте наступления. Именно жаркого боя, который был в процессе наступления, июльское наступление. И видно, что здесь был очень тяжелый бой с использованием артиллерии. Был ближний бой, так как здесь много гранат, взорвавшихся, ручек, оставшихся от наших гранат РГД-33. Ну и по количеству бойцов, 3 мы нашли. Халхинголог нашли гораздо больше, если посмотреть. Потери тоже были такие серьезные. Это нет. Закапывал. Для нас это было абсолютно новое место, и оно принесло свои результаты. Сразу же был найден 1-й солдат. К сожалению, мы не знаем, кто у него, больше ничего не было. Но то, что это лейтенант, это точно, это офицер. Нашли лейтенанта, с ним было, наверное, штук 6-8 карандашей. Желтый, зеленый, красный, обычный карандаш, ластик, сапоги, которые четко показывали, что помимо того, что у него есть кубари, он точно лейтенант, офицер. Мы нашли 2-го солдата. Был сильно разорванный, прямое попадание снаряда, потому что прям в ячейку, останки все по стенкам. Подошли, щупали, думали верховое сначала, копали. Вот, верхового не нашли, полезли глубже, а там боец. С ним ложка, фляжка. Чиз или чиз, наверное. Рядом каска битая. Ну, боец битый сильно. Белорусы зацепили солдата щупом, молодцы, тоже неизвестные. И еще одного солдатика зацепили смоляне. То есть в этот день наше количество солдат 7 человек. Плюс попутно, ну это уже как стало практикой, еще найдено 6 японцев. Ну их очень много здесь. Нашел я своего первого в жизни бойца, поднял. Сам самостоятельно, не в компании, не в паре, а именно сам сегодня первый раз в жизни. И уже полчаса оставалось до конца дня, ничего не делал, отдыхал. А потом меня как ужалило. Подпрыгнул, и мысль в голове. Я еще здесь не закончил. Схватил прибор, схватил щуп. В 5 метрах. Сигнал. Ну, сигнал-то там везде. Гильзы и так далее. А щупом тыкнул — сапог. Сомнения закрались. Первый боец, как так? Ну,
За полчаса до конца вахты точно не был готов найти своего первого бойца. Может, корень гнилой. Копнул, а там и каска, а в каске голова. Общие итоги экспедиции, на самом деле, в моем понимании, очень неплохие. Мы отработали достаточно большую обширную территорию. Мы проверили территорию от высоты, практически от высоты Палец до высоты Ремезова. Там мы, к сожалению, не обнаружили солдат. Скорее всего, их там нет, потому что боевые действия там были вялые, они все локальные, в этом месте ничего особенного не было. Неплохо отработали высоту Ремезова, нашли места для будущих экспедиций, неважно, наши или не будут, или еще чьи-то, мы дадим, конечно, координаты людям. Высота Зеленая преподнесла массу сюрпризов. Я считаю, что она крайне перспективна для работ, для поиска наших солдат. А общие итоги такие: 14 солдат РКК, 2 солдата ЦИРИКа Монгольской народной армии, вот, и 45 японцев. Монгольской стороне мы передали место достаточно большого количества убитых японцев. В моем понимании, опыт подсказывает, это там больше 100. Потому что каждая ямка, их там огромное количество, в ней лежит японец. Японец боевой, погибший от нашей артиллерии. То есть мы отработали эту высоту прямо на 100%. Я думаю, что мы, скорее всего, эту высоту просто взяли без боя.